Приветствую, друзья! Вчера практически весь день и сегодня это продолжается обсуждение нового возможного главы Госдепа Рекса Тиллерсона. И обсуждают, станет ли он Украине большим другом, или станет он большим другом, но не Украине, или будет ли он нам небольшим другом. Ну вот в этом всем стиле. Но меня заинтересовала одна история. Эта история почему-то забылась. Дело в том, что в свое время Украина подписывала уже договор с компанией, которую возглавляет новый глава Госдепа, возможный новый глава Госдепа. Вот Украина планировала подписать 2 договора на разработку шельфа в Черном море. Но что-то, как говорится, пошло не так. А я знаю человека, который участвовал в этом всем, в подписании этих договоров, во всех этих договоренностях. И именно у этого, смотрите, Янукович в Нью-Йорке, он встречался с руководством и Chevron, и ExxonMobil. Что-то пошло не так. Почему-то компания ушла из Украины. Как это может сказаться на будущих наших отношениях? И что же там произошло? Без сомнения, так как мы имеем возможность пообщаться с человеком, который и участвовал в этом всем изнутри, с нашим старым другом, экс-министром энергетики и угольной промышленности Эдуардом Ставицким, то мы с ним пообщались на эту тему и узнали кое-что очень интересное. Впору уже называть беседы со Ставицким прям. Ну, может быть, и сделаем когда-нибудь. Ну что, я узнал интересную новость, что вроде бы как тот человек, которого сейчас все обсуждают, которого назначают госсекретарем, так вы знакомы, оказывается? Ну, имею честь, как говорится, быть знакомым с таким выдающимся человеком, на мой взгляд, потому что человек от Сахи сделал себя сам, создал такую мощнейшую компанию, он стоял у основы слияния компаний Exxon и Mobil и является с 1999 года руководителем компании ExxonMobil, компании номер 1 в мире. Давай немножко рассмотрим, что это. Да, вот самое главное, что интересует как бы все прогрессивное человечество. Так полюбит он теперь Украину или нет? И есть ли за что полюбить? Потому что я слышал, интересная история есть. Есть интересная история взаимоотношений Украины и компании ExxonMobil, и, безусловно, главы компании Рекса Уэйна Тиллерсона. Ну, начнем давай с первого блока, скажем, вопроса. Кто такой Рекс Уэйн Тиллерсон? Это руководитель крупнейшей компании по добыче углеводородов и переработке в мире. Компания работает по всему миру, в том числе и в России. В России работает более 20 лет. А что это такое? Это многомиллиардные инвестиции, многомиллиардные доходы, это десятки тысяч рабочих мест. Небезызвестный факт, что Рекс Уэйн Тиллерсон был удостоен орденом Дружбы народов и награжден Владимиром Путиным в Кремле. Это тоже немаловажный фактор. Безусловно, нельзя сделать вывод о том, что все друг другу просятся в объятия. Прежде всего, это будет жесткая, бескомпромиссная составляющая договоренности в глобальном смысле этого слова. Основываясь на моем взаимоотношении, моем общении как с главой компании Рексом Тиллерсоном, так и с его командой, я могу сделать следующий вывод, что будет достаточно деловой, но конструктивный разговор, основываясь на, прежде всего, каждой из сторон личных интересов. Я имею в виду сейчас глобальные взаимоотношения Соединенных Штатов и России. А что такое, что же Украина, да? Возьмем, что ну да, нас-то Украина волнует. Вот история моих взаимоотношений началась с 2011 года с главой компании Рексом Тиллерсоном и его командой, которая представляла компанию ExxonMobil. Мы подписали ряд серьезных соглашений, которые были превью перед заключением большой сделки по Скифской площади. Это площадь на Черноморском шельфе, 150-200 километров от Одессы в сторону Крыма. В общем, общая площадь 14 тысяч квадратных километров. Предварительные запасы, которые со слов геологической разведки спутниковой, а также предварительных прогнозов компании ExxonMobil, составляют около 1 триллиона тонн в пересчете в эквивалент нефти. Там и природный газ, и газовый конденсат, и другие углеводороды. Компания выиграла открытый публичный тендер, и мы начали работу по подписанию. В 2013 году в Нью-Йорке был парафирован договор. Остались маленькие нюансы. В 2017
Кстати, важный факт, в 2014 году в феврале, когда уже, как говорится, пылали баррикады, президент компании ExxonMobil посещал Украину, было общение на высшем уровне, было общение и подведены определенные направления для завершения сделки. И намечена была уже дата 10-15 марта, в зависимости от графика господина Тиллерсона, потому что это планировали подписать с большим, как говорится, успехом компании и началом работы в Черном море именно на территории Украины, так как ExxonMobil работал уже в Румынии, и они там, есть такой блок домино месторождения, где они достигли больших результатов, и Румыния получила миллиардные инвестиции. Но в итоге случилось то, что случилось. Пришли новые люди. Ты же помнишь, кто возглавил Министерство экологии и природных ресурсов. Это не возьми откуда упавший из потолка человек, из скакунов, которые там скакали. В итоге они думали, что тут же тень коррупции, тень масштабных злоупотреблений властью предыдущим режимом. Ну и банально начали заниматься с вопросами личных коррупционных составляющих. Ну, естественно, компания ExxonMobil не могла себе позволить такую ситуацию, и они просто ушли с рынка. Стоп, они им предложили что, откаты какие-то или что они предложили? Ну, я не знаю, я был свидетелем со слов людей, которые все-таки остались в работе. Они были потрясены тем хамством и невежеством со стороны Украины, особенно тех представителей власти, представителей свободы в данном случае, как они начали вести дело. К слову, некоторые представители этой партии, в кавычках я бы так назвал, потому что это сборище каких-то негодяев, на мой взгляд, которые ведут Украину в тупик. Они дискредитировали меня как человека. Прокурор тогда Махницкий писал там разную ересь в Евросоюз, там, куда только не писал, там, вводить санкции, там, эти злодеи. А что в итоге? В итоге люди от этой политической силы разорвали все контракты со всеми ведущими компаниями, которых я привел в Украину. А это ExxonMobil, как я упоминал, а это Royal Dutch Shell, а это компания Chevron, а это компания Eni. И все президенты компаний, практически все, встречались в разное время и с руководством страны, и понятно, со мной лично. Мы вели переговоры, подписали многомиллиардные контракты, но на сегодня никто почему-то не считает, какие убытки были нанесены Украине именно теми деятелями, по-другому так самое мягкое слово назвать, которые отвечали тогда за то или иное направление. А другая сторона потеряла что-то? Ну, естественно, потеряли. Они понесли многомиллионные долларовые убытки. И они, естественно, потеряли время, естественно, потеряли возможность работы. Естественно, они это не забыли. И можно предположить, что когда сейчас мир смотрит за тем, что происходит глобально во всем мире, да, там тавтология такая немножко, а эта война всех против всех, она уже всем надоела, мир устал. И поэтому мы наблюдаем за последний год такие знаковые события, как Брексит, как победа Дональда Трампа, формирование им новой команды. В его команду входят абсолютно конструктивные люди, бизнесмены, которые сами создали себя. Рекс Тиллерсон — это человек-глыба. Это человек, который умеет принимать конкретные важные решения. Безусловно, на основе интересов тех людей, которых он представляет. Это человек слова, прежде всего. Рядом с ним чувствуешь себя студентом. Безусловно, я воспользуюсь возможностью и обращусь в письме на имя господина Тиллерсона и попытаюсь раскрыть ту ситуацию в Украине со своей стороны, как я считаю ее, как я ее вижу, свой дам анализ. Возможно, это будет воспринято. Я считаю, что я от этого шанса, который у меня есть, безусловно, так как мы работали долгое время с ним, с его командой, я этим воспользуюсь шансом. Эти контракты, которые были расторгнуты, они напрямую ударили по энергобезопасности страны. Сейчас мы видим то, что происходит в Украине, все-таки суровая зима, и хранилища практически пусты газовые, потому что 13 миллиардов при всем желании не хватит
для того, чтобы пройти сезон. А все наши деятели там ходят и обсуждают, ну вот мы не договорились, потому что мы вот такие недоговоренные, как говорится. Мы там в судах, мы там... А чем топить, ребята, будем? Да, подсылают там каких-то спрыгнувших с пальмы блогеров, которые нас с тобой там критикуют там, о каких-то моментах. Ну так а куда эту критику они себе... Но ей можно что-то растопить. Можно... Нет, почему? Можно растопить. Обогреют тепла своей критикой. В общем, если обобщить, ситуация, конечно, достаточно кричащая. То, что происходит в Украине. И, безусловно, новый глава Госдепа будет осведомлен очень хорошо о том, что происходит. Я думаю, что отсюда любви не прибавится к Украине. Ну смотри, а можно говорить, что он помнит, ну то есть, что он запомнил вот это вот скотство, которое произошло в 2014 году, и практически готовый контракт был расторгнут? Ну, безусловно, ну как можно не запомнить, когда уже намечена была дата подписания главы компании Рекса Тиллерсона с правительством Украины. Они потеряли серьезные деньги, я это знаю. Они заказали уже были корабль для геологического исследования. И когда я вчера там прочитал там нотку, что там Украина нашла 40-миллиардный запас там, газа в Одесской области, в Черноморском шельфе, ну просто, знаете, лапша и макарон, которые вешают обществу Украины, уже переходят все границы. Месторождение, которое было открыто еще в 80-е годы, его просто переинтерпретировали. Корабль-искатель с таким названием. Но это, я просто не хочу показывать фотографии, поищи в интернете этого корабля. Ну ты поймешь, что это просто детский сад по сравнению с тем, какие есть сейчас технологии. Я в свою бытность не кричал налево и направо, что мы открыли месторождение на 7 триллионов запасов в геологической службе. Потому что знал, что у нас есть четко выработанная стратегия для развития Украины именно в добыче углеводородов. И мы сделали все, чтобы это произошло. Но пришли те, кто пришли. Как говорится, у каждого человека есть имя и фамилия, который стоял за этим всем беспрецедентным делом о разрыве контракта. И никто об этом, заметь, не говорит. Все так как гладко, как будто ничего не происходит. Ну, как в принципе и всегда, когда власть видит, что она не справляется как минимум с взятыми на себя обязательствами. Я уже не говорю о том, что просто завершите то, что начали. Так получается, Манафорт не очень теплые чувства испытывает. Теперь этот человек будет не очень теплые чувства. Ну, я полагаю, что как бы, ну, украинская, наверное, власть полагает, что он забыл все-таки. Потому что иначе, я вчера читал анализы, там, как он будет к нам относиться и все такое. Но вот об этом инциденте никто вообще не упоминает. Ну, конечно, а кто будет упоминать о том, что не подписали контракт с компанией ExxonMobil? Это же все пустяки абсолютно. Понимаешь, когда мы посмотрим на инвестиционный климат в Украине, мы ужаснемся. Я повторюсь, это рейдерство, коррупция, это охота за ведьмами непонятно какими. Понимаешь, 3 года прошло, но до сих пор ворует Янукович. Кучка людей, дорвавшаяся к власти в Украине, занимаются набитием собственных карманов. Я не понимаю людей, которые все это видят, внутренний голос говорит, что это именно так, но почему они не высказывают свою позицию. Я никого не призываю к каким-то действиям. В моих словах нету контрреволюции. Контрреволюция сидит в головах тех, которые вами правят. Это надо понимать. И разруха, как говорил профессор Преображенский, только в головах у вас. Она не в клозете, она в голове. Поэтому мое предположение, что мир устал от Украины. И то, что мы наблюдаем в глобальной мировой политике, то, как говорится, с Новым годом. И будет трезвый душ после Нового года, который многие мозги в Украине отрезвит. И в будущем нас ждут серьезные испытания в части того, что произошло, а именно крах экономики. И когда ведущие компании, возглавляемые уже людьми, которые сейчас претендуют на должность госсекретаря, в Соединенных Штатах, ушли с рынка Украины, говорит о многом. Давай верить в хорошее. Идет Новый год, новые мысли, новая политика, меняется политика в мире. Все-таки все меняется. И люди в Соединенных Штатах, общество показало, что они не участвуют в промывке мозгов. Они смотрят на свой кошелек, смотрят свой холодильник и выбирают того, кто им даст и заработную плату, и возможность жить по-человечески. Так это в Соединенных Штатах, там, где уровень жизни в десятки раз выше. Пока общество не сконсолидируется внутри себя и не будет слушать там разных
бабуинов, там, которые будут призывать, там, кто не скачет, то и москаль, ну, не будет ничего хорошего. Даже могу предположить, что исходя из той политики, которая сейчас ведется в Соединенных Штатах, в Европейском Союзе, посмотришь, как на перегонки власть имущие сейчас побегут в объятия России. Вот я не хочу быть провидцем, но ты посмотришь, как они, спотыкаясь, будут бежать туда договариваться. И начнется это буквально с Нового года. Прогноз мой – это то, что будет кризис по природному газу. И, соответственно, начнут, как обычно, на четвереньках идти, вместо того, чтобы в августе договориться на нормальных условиях, будут теперь вымаливать составляющую того, чтобы народ не замерз. Ну, как это может происходить? Они там рассуждают, ГТС стоит 30 миллиардов. Да не стоит она ничего, если нет транзита российского газа. Не надо вешать лапшу на уши. Это металлолом. Прекратите обманывать людей. Ну да, какой смысл тогда в ней, конечно. Ищем справедливую цену на транзит. Да справедливую цену на транзит не в судах ищут, а в договоренностях между собой. И не рассказывая о том, кто прав, кто не виноват, и кто не скачет, а кто скачет. А доказывая аргументированно на основе математики и цифр. И альтернативных источников поставки в Европу. Вот это, что должно быть в базисе договоренностей, а не та чушь, которую мы слышим от тех, кто управляет теми или иными процессами в Украине. Ну супер, интересно, как у нас у евреев говорят, побачимо. Поживемо, побачимо. Ну да, типа того. Желаю всем удачи, с наступающим Новым годом. И все-таки я считаю, что у Украины тот людской потенциал и те ресурсные потенциалы, которые есть и которые мы уже были в свое время начали и открыли, их надо просто продолжить. Понял, спасибо. Спасибо. Удачи. Все, удачи пока.